Всем привет, с вами Торича. Измеряется. Сегодня великолепная погода, поэтому мы решили отправиться в город под названием Юфуин, который находится в 2 часах от Фукуоки. Поехали с нами? Идем. Идем. Для начала мы приехали на станцию, чтобы отсюда на поезде поехать в город Юфуин. Атари Айкидо. В другую сторону. Только посмотрите на эти размеры. Станция огромная сама по себе. Вот такая вот с площадью впереди. И вот это Казарияма. Сейчас много по городу стоит таких в честь фестиваля. Но это особенная. Она, наверное, самая большая по размеру и с необычным дизайном. Качество такое, изготовление высокое. И классно, что оно 3D именно. На этой станции можно заблудиться. Она огромная. И здесь есть также целый отдел с разными магазинчиками бенто, ланчи с собой, потому что японцы их обожают. Особенно брать с собой их в поезд. У нас будет поездка где-то 2 часа. И вот это все, это магазинчики, где продаются разные бенто. Очень удобно, что не нужно покупать билеты в тот же день, можно купить их заранее. И так больше вероятность, что билеты будут на поезд. И можно потом их просто вот так вот распечатать. Внутри станции даже есть целая улица раменных ресторанчиков, потому что Фукуока очень знаменита своим раменом, особенно тонкуцу рамен, это рамен на свином бульоне, и поэтому здесь, конечно же, должна быть улица с кучей ресторанчиков раменных. Вот так вот все сейчас сидят, обедают, как раз час дня сейчас примерно, время ланча. Место очень популярно среди как японцев, кто работает поблизости или гуляет, так и туристов тоже. Огромная очередь. Изуми уже отсюда стоит. Кто найдет Изуми? Все еще стоим в очереди. Ура! Здесь вот так вот покупаете себе сами в автомате. О, наш поезд уже стоит. Ничего себе! Вагоны вроде как одинаковые внутри.
雰囲気めっちゃいいね。 Мы приехали в город Юфуин, где находится станция, а рядом находится здание, которое построено знаменитым японским архитектором Шигеру Бан. У Бан Шигеру очень интересный стиль архитектурного дизайна, он часто использует много дерева и вот такие вот необычные конструкции. Идемте посмотрим внутрь. Этот архитектор очень любит использовать разные конструкции из картона и бумаги. Допустим, вот эти стулья сделаны из таких как картонных трубочек. Здесь даже есть такая терраса на улице, можно посидеть. Я фанат, я просто в восторге. Секторио. Welcome drink. Обожаю, что в японских отелях вот так вот приветствуют. Зеленый чай. Сам по себе отель — это традиционный рюкан, но наша комната новая, ее недавно отремонтировали, поэтому посмотрим, какая же она внутри. Здесь находится ванна. О, красиво. Душ. И натуральный горячий источник прямо в нашем номере. С вот таким вот видом. И здесь даже нет окна, поэтому это, считайте, горячий источник наполовину на открытом воздухе. これ男性もあ、後ろのロゴ超かわいいよ。あ、いい感じ。緑。Изуми уже переелся в юката. いいですね。似合いますね。ボン。行きましょうか。晩ご飯。Вау, какой вид из окна! Ох, ничего себе! Вау! すごすぎる。Изуми так идет. Вся эта атмосфера, окружение. Настоящий японец. Ойта вагю. Иいい色だね。似合います。いいですね。行きましょう。行きましょう。なんかジブリっぽい。確かに。Пришло время горячих источников. Мы сейчас
пришли в семейный горячий источник, который вот так вот в аренду можно взять. Здесь душ и сам горячий источник. Здесь находится вот такая комната в японском стиле, где можно отдохнуть после горячих источников, немного остудиться. Очень красивый вид. О. И также здесь есть бесплатное пиво. До горячих источников лучше не напиваться, это не очень хорошо для здоровья. Но после можно выпить несколько стаканчиков. И целый холодильник с мороженым. Кавайи, такой чай. Канпай! Сайко. Ойши. Нани коре? Доброе утро, сейчас 7 утра. Мы очень хорошо выспались после вчерашних горячих источников. И сейчас будем идти на завтрак. Но перед этим хочу еще раз принять горячие источники, которые у нас здесь в номере. Потому что вид из окна с утра совершенно другой, не такой, как вчера. Какая же красота! Если я не ошибаюсь, это самая главная, знаменитая гора в городе Юфуин, в этой местности. И у нас невероятный вид на нее. Изами уже в горячем источнике купается. Зимой здесь тоже очень хорошо. Здесь недалеко есть лыжный курорт. Да, на нашем юге тоже есть лыжи. Конечно, не такие, как на севере Хоккайдо, но тоже очень красиво. Брендовая косметика – это маски Mikimoto Cosmetics. Также вот это шампунь, кондиционер и разные крема, лосьоны, а также пенка для умывания. Я сегодня очень красивая. Мирю? Мы пришли завтракать, и вид из окна потрясающий, я не могу. Как же красиво. Приятного аппетита. Наконец-то полностью видно эту гору, только посмотрите на ее верхушку. Это было неожиданно, что она такой формы, как голова кошечки, ушки. Сейчас мы идем в Оогоша Джинджа, храм Оогоша, который находится недалеко от нашего отеля, примерно 10-15 минут пешком. Нам сказали, что оно того стоит. Какая же хорошая погода! Кимочи!
Я была во многих храмах в Японии, но этот самый могущественный, как мне показалось. Он небольшой своим размером, но атмосфера здесь настоящая, как не туристическая, как древняя Япония. Видите, も当然すごいんだけど、なんか触るとさ。Все-таки этот отель находится в невероятном месте. О, красота. Юфуин – это маленькая деревушка между гор. Во время активной застройки Японии 50 лет назад это было первое место, которое, наоборот, ввело ограничения на постройку высоких зданий, чтобы сохранить природу и этот великолепный пейзаж. До ближайшего времени это было совершенно непопулярное место, но сейчас многие иностранные туристы приезжают сюда ради так называемой деревни Гибли, многим известной аниме-студии. Здесь находится Юфуин Floral Village. Сейчас это очень знаменитое место среди иностранцев, потому что чем-то похоже на студию Гибли аниме. Вход сюда совершенно бесплатный, и это действительно прикольное место для любителей студии Гибли и таких аниме, как Тоторо или Ведьмина служба доставки. Но, честно скажу, это место оказалось очень маленькое. Буквально 2-3 минуты нам хватило, чтобы обойти его полностью, сделать несколько фотографий и конец. Здесь находится кофейня, куда я хочу пойти. Идемте внутрь. Что-то модель Юфу кофе.真っ黒だ。炭入ってる？入ってる。塩が効いてて。空広い。なんか絵本に出てきそうな街だね。Что-то очень красивое. Здесь готовят ginger ale. Это имбирный напиток. Мощрой. А, на выходные? Сыгой! Вау! О, здесь можно выпить напиток, который вы купили. Как же красиво! Здесь находится вот такой музей Komiko Art Museum, который построил Кума Кенго, японский знаменитый архитектор, еще один из моих любимых. Очень красивое здание. Внутри, скорее всего, снимать нельзя, но если можно, я вам покажу.
это называется якисуги. Это обожженное дерево. Сейчас Юфуин больше всего знаменит благодаря Floral Village, той маленькой деревушке в стиле студии Гибли. Но по-настоящему абсолютно вся эта местность невероятно живописная, и каждый кадр, который я снимала для этого видео, словно из какого-то аниме. Особенно если взять машину в аренду и исследовать окрестности. Вначале я сомневалась, нужно ли брать машину в аренду, но оно того стоило. Это место называется Яманами Хайвей, и это одно из самых красивых мест, что я видела за 13 лет жизни в Японии.ね、なんかお腹空いてきた。おー。Мне кажется, ему очень жарко, но смотрится круто. Ясами? Сейчас мы приехали в маленькую деревушку под названием Юнохира, и ребята, здесь невероятно, я такого не ожидала. Словно унесенные призраками, такая атмосфера немножко подозрительная. Вечером, наверное, реально смотрится, как унесенные призраками. Такая деревушка, вообще никого нет на улице, мы одни. О, неко и кошка. Неко. Идея от меня. Сделать здесь ресторан, где будет буфет с кучей еды непонятной, без людей совершенно. И тогда здесь будет, наверное, много туристов. Нани га ой? Ядо? О, кедо хитори мо инай. Ребята, я вам отвечаю, мы словно в аниме. Деревушка очень маленькая, все закрыто, потому что людей нет. Но реально вечером здесь очень красиво. Жалко, что мы уже должны будем возвращаться назад домой.
Здесь находится знаменитый ресторан Мабуси. Это вот такие вот блюда с рисом и угрем, мясом и так далее. И мы решили взять здесь бенто, ланч с собой. О, すごい. 2 дня нам вполне хватило, чтобы посмотреть Юфуин, но я бы осталась даже на подольше, чтобы насладиться той спокойной атмосферой. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Если вы тоже хотите поехать в Юфуин, советую планировать все заранее и покупать билеты на поезд заранее, потому что они бывают заканчиваются. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!